Всем привет, с вами Владислав, вы на канале Hinoday Japan. Сегодня я хочу рассказать о том, как я получил японские права и вообще сложно ли иностранцу, проживающему в Японии, получить водительское удостоверение. Права я получил сразу же по переезду в Японию. Первое время я жил в небольшом городке, необходимо было добираться как-то до работы, ездить за покупками, поэтому нужна была машина. Ну и, соответственно, пришлось получить права. Сегодня я хочу выделить три основных способа, как можно получить японские права. Начнем с первого способа. Я бы сказал, что это самый стандартный. Если вы никогда не учились на права, не имеете навыков вождения, вы можете пойти в обычную автошколу, где нужно будет отучиться 2-3 месяца. Это будет полная программа обучения. Необходимо будет посещать занятия по теории, занятия по вождению. Ну и после обучения вы сдаете экзамен и получаете свои права. Стоимость такого обучения составит 250-350 тысяч йен. Я бы сказал, немного дороговато, но в любом случае, если вы будете обучаться в школе, вам придется заплатить вот эту сумму. Учиться можно будет на механической коробке, либо на автомате. Если вы отучитесь на механике, вы можете управлять механической коробкой и автоматом. Но если у вас в правах будет написано только коробка-автомат, к сожалению, вы можете только управлять транспортным средством, у которого коробка-автомат. Касательно языка обучения, конечно же, это Япония. Здесь придется обучаться на японском языке. Но в крупных городах можно найти школы, где обучают на английском языке. И стоимость обучения особо меняться не будет. Касательно второго способа обучения, в Японии существуют специальные автошколы, где вы сможете получить свои права всего лишь за 2 недели. Что же себя представляют такие автошколы? Называются они по-японски Гашуку Кёшуджо, что дословно переводится как тренировочный лагерь. Это такая вот ускоренная система обучения. Тоже это полный курс обязательно. Вы изучаете всю теорию, все правила ПДД, обучаетесь вождению, ну и в конце получаете водительское удостоверение. Главное отличие таких автошкол от обычных в том, что в течение 2 недель вам необходимо будет жить и обучаться там. Что касается стоимости обучения в таких школах, здесь немного получается подешевле, чем обычных, где-то на 20-30 тысяч йен. Главный плюс в том, что вы сможете получить свои права уже за 2 недели. Вам не нужно будет в течение 2-3 месяцев ходить в обычную автошколу, искать на это время, чтобы посещать теорию и занятия по вождению. Здесь вы просто живете каждый день, обучаетесь и получаете свои права. Ну а касательно минуса, если вы уже взрослый человек, если вы уже работаете в Японии, вам придется на ближайшие 13-15 дней оставить все свои планы на потом. Скорее всего, брать отпуск на работе. А в японской компании взять отпуск на 2 недели, я бы сказал, не так уж и легко. Поэтому здесь уже сами решайте, где вам лучше обучаться. Касательно языка, здесь, в принципе, все так же, как и в обычных школах. В большинстве школ необходимо обучаться на японском языке. Можно найти и школы на английском языке. Ну и мы подошли к последнему способу получения японских прав. Я бы сказал, что это самый простой и дешевый способ, как получить свои права в Японии. Это замена своих заграничных прав на японские. Если вы приехали в Японию и у вас имеются на руках ваши заграничные права, вы можете пойти в школу вождения и их поменять на японские. Только не думайте, что вы прям буквально должны будете отдать свои права, чтобы получить японские. Здесь вы просто на основе своих заграничных прав получаете японские. Здесь вам необходимо будет также сдавать тест на теорию и экзамен на вождение. Только здесь все попроще устроено. Сейчас я расскажу как. Прежде всего хочу выделить 2 основных условия, как вы можете поменять свои заграничные права. Первым делом вам необходимо проверить срок действия их. Потому что если срок действия ваших прав будет просрочен, к сожалению, поменять их вы на японские не сможете. Второе условие. После получения ваших заграничных прав должно пройти 3 месяца проживания в той стране, где вы их получили. Если же, допустим, получили свои права перед переездом в Японию, и после того, как вы сюда приехали, не прошло еще 3 месяца, вам, к сожалению, откажут. Идем дальше. То есть вы проверили срок годности своих прав, они действительны, прошло 3 месяца после их получения в стране, где вы находились. Прежде всего, вы ищете ближайшую школу вождения, где можно будет их поменять, потому что в полицейском участке это сделать нельзя. По-японски такие школы называются Unten Menkyo Center,
что дословно переводится как «школа водительских прав». Вот, они находятся практически в каждых городах. Ну и так, вы нашли такую школу. Теперь вам нужно посмотреть, какие необходимые документы нужно будет предоставить для подачи заявления на изменение своих прав. Как правило, первое – это ваш заграничный паспорт. Второе – ваше водительское удостоверение. Третье – это справка с местом жительства. Ее можно получить в администрации. Вот и четвертое – это заверенный перевод ваших заграничных прав. Далее вы готовите все эти необходимые документы. После этого, как все готово, вам необходимо будет сделать бронь, потому что если без предварительной брони вы придете, к сожалению, документы у вас подать не получится. Бронь можно будет сделать на сайте водительского удостоверения, по телефону, вот, либо просто сходить к ним и записаться там уже. Спустя где-то неделю-две подаете все необходимые документы. Имейте в виду, что документы должны быть только оригиналы, копии, к сожалению, не принимаются. И если вы плохо говорите по-японски, вы можете лучше взять с собой переводчика. Ну, не обязательно переводчика там прям профессионального, просто человека знакомого, кто может говорить по-японски. Потому что после подачи документов у вас будет небольшой разговор с инструктором, который будет спрашивать вас касательно ваших заграничных прав, когда и как вы их получили. Вот, и как вы вообще обучались в автошколе. Далее вас сажают в комнатку, где вы сдаете тест на теорию. Не переживайте, вопросы, во-первых, их всего лишь 10. Во-вторых, можно выбрать на любом подходящем для вас языке. Вот, даже есть на русском. Вот, и вопросы максимально простые. Такие как, можно ли садиться за руль в нетрезвом виде, либо можно ли ехать на красный. Я думаю, для человека, кто уже обучался в автошколе, знает основные правила ПДД, сможет ответить на все вопросы просто на раз-два. Ну и после того, как вы блестяще ответили на все эти вопросы, вас проверяет зрение, тоже процедура на 2-3 минуты. Ну и можете уже попытаться сдать экзамен на вождение. Насчет меня, я сдавал, теорию я сдал все с первого раза, но вождение получилось сдать только с третьего раза. Вот, потому что первый раз я ехал со скоростью 40 км по прямой, а нужно было 50. Второй раз на перекрестке посмотрел направо и налево слишком быстро. Ну и вот только с третьего раза получилось сдать вождение. Если вы будете сдавать вождение с первого раза, вам покажут маршрут, по которому нужно проехать, но у вас будет недостаточно времени, чтобы прям полностью его разобрать. Скорее всего, придется следовать указаниям инструктора, куда повернуть, где остановиться. Вот в этом случае вам необходимо будет понимать японский. Если вы не будете понимать, что вам говорит инструктор, у вас будет меньше шансов сдать экзамен. Вот. Но я слышал то, что вроде бы допускают переводчика на заднее сиденье, чтобы вам помогал переводить, какие команды дает инструктор. Но если все же вы не понимаете японский, у вас нет знакомых, кто может вам помочь, можно будет взять занятия по вождению и потренироваться уже на маршруте, чтобы в день экзамена сдать экзамен хорошо. Я вот был уверен в себе, думал, что смогу сдать экзамен с первого раза, но, видите, результат был отрицательный. Вот а касательно самого маршрута вождения, сдается только площадка, в город выезжать не нужно будет, эстакады нету. Поэтому, если вы уже обучались в какой-либо автошколе, я думаю, сдать вам будет несложно. Все-таки рекомендую взять хотя бы одно тренировочное занятие, чтобы знать маршрут, ну и чтобы сдать экзамен с первого раза. Потому что если вы не сдадите экзамен, нам нужно будет записываться еще раз. Соответственно, это опять ожидать где-то неделю-две, платить сумму за пересдачу. Вот, ну и тратить на это время. Ну и давайте я сейчас скажу, сколько в среднем обходится плата за смену своих прав с ограниченных на японские. То есть первым делом это справка, которую вам нужно будет взять в администрации. Справка с местом жительства, стоит она 300 йен. Далее, это, как я уже говорил, что необходимо будет сделать заверенный перевод ваших прав. Я платил 6600 йен за это. Делал это через посольство. Не знаю, может быть, можно сделать и в другом месте. Там уже сами смотрите. Далее это фотография на права. Сделать ее можно будет в самом водительском центре. И стоимость за нее 800 йен. Ну и последнее это плата за подачу заявления и за экзамен на вождение. И общая сумма получается 12 300 йен. Вот столько вот я заплатил.
когда менял свои права. Ну и вот мы подходим уже к финальной части. Вы получаете свои права. На правах у вас будет такая зеленая полосочка, которая означает, что вы начинающий водитель, только что получили права. Ну и с такими правами вам нужно будет отъездить 3 года. После того, как срок действия прав будет подходить к концу, вам нужно будет опять прийти в водительский центр, ну и уже обновить ваши права. После этого вы уже получите права с синей полосочкой, как у меня сейчас. Вот. И это уже будет означать то, что вы уже не новичок, а уже водитель со стажем. Вот. Ну и далее вы будете передвигаться по таким уже правам. Есть еще один вид прав, это права с такой вот позолоченной полосочкой. Они так и называются, золотые права. И выдаются они тем водителям, которые в течение 5 лет не получили ни одного нарушения и вовремя обновляли свои права. Ну и не думайте, что если у вас есть золотые права, это будет вам давать какие-то преимущества на дороге. Ну, конечно, можете похвастаться перед друзьями своими, показать то, что вы прилежный водитель, ездите без нарушений. Ну и еще плюс в том, то, что при следующих обновлениях прав это не будет так долго времени занимать, как у обычных людей, у кого сильные права. Ну еще в некоторых страховых компаниях вам могут предоставить скидку при оформлении страховки. Ну и на этом моменте я хочу закончить свое видео. Рассказал вам более-менее подробно про виды прав, про то, как их можно получить. Надеюсь, что для кого-то это видео будет полезным. Если у вас будут какие-то вопросы, можете задавать в комментариях. Я обязательно постараюсь на все вопросы ответить. Спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте подписываться на канал. Увидимся в следующий раз. Всем пока.